Чем отличаются наши курсы от видеоуроков и видеолекций? Для нас это было очень принципиально, чтобы мы могли получить обратную связь от слушателей. Это был номер один. Те, кто у нас учился, то знают, что мы не просто читаем, а мы внимательно наблюдаем и добиваемся, чтобы человек таки усвоил. Зная соционику, мы знаем, что мы говорим на разных, соционически, информационно разных языках. В силу объективных причин не всегда слушатель может сразу уловить какие-то тонкости. И мы тут очень благодарны, мы всегда это повторяем, нашим ученикам и коллегам из Воронежа, которые нам первые дали возможность проводить семинары онлайн, удаленно, благодаря которым мы почувствовали, что да, это реально можно на расстоянии разработать такие методы, приемы, способы, чтобы убедиться в том, что студент освоил материал. Поэтому чем отличаются наши курсы? Это принципиально. В них есть практические задания, оформлены в виде тестов, но называются практикумы. Проходя эти задания, каждый студент на своем опыте, на своем практическом, непосредственном опыте он видит, освоил, не освоил, если нет, то что. И второй момент для нас тоже очень принципиальный. У нас даже на страничке такой есть лозунг «Сопровождаем каждого студента индивидуально», но это действительно так. Благодаря современным средствам связи, мессенджерам и подобным, все дополнительные вопросы, которые возникают у студента, какие-то затруднения, сложности, он всегда может решить с нами в этом контакте, написать нам, получить ответ, получить какую-то дополнительную помощь, ссылку и так далее. На сегодня мы предлагаем 3 таких варианта обучения. Один — это интернет-курс, то есть это видеоуроки с практическими заданиями. К практикумам есть пояснения. Иногда это видеопояснение, иногда это рекомендация прочесть какую-то статью, в которой это разобрано. Но это не обязательно научная статья. Это, например, может быть статья в блоге у Александра, то есть любая. Это не обязательно наша статья, это может быть кто-то из наших коллег какой-то частный вопрос уже осветил в достаточной полноте, что можно просто прочесть и не придумывать нового. Второй момент важный: у нас на сайте есть так называемая база знаний. К сожалению, не все студенты ее обнаруживают. Она специально создана для того, чтобы собрать материалы описания типов, описания отношений, описания соционических групп, таблицы интертипных отношений для тех, кто не владеет этим достаточно, чтобы вспомнить, какие отношения в паре типов. Можно просто заглянуть в эту интерактивную табличку, быстренько посмотреть. Там есть тесты на сайте, там же в базе знаний есть тесты. Для чего они там живут? Вы, наверное, знаете нашу принципиальную позицию, что тесты не определяют соционические типы, но это тесты специально сделаны для того, чтобы студенты могли лучше освоить понятия, признаки, типы, чтобы они могли посмотреть, какие вопросы можно задавать на тот или иной признак. Например, сенсорика, интуиция. Что можно спросить у человека? Зачем можно понаблюдать? Как вообще задать этот свой вопрос? В обучающем смысле именно для этого есть тесты. И, как мы уже говорили, это наша поддержка в мессенджерах и по e-mail. Мы принципиально не создаем группы. Если вы решили у нас учиться, вам не нужно ничего ждать, никакого запуска, никакого старта, никаких этих. Если вы решили учиться, вы просто записываетесь на курс и начинаете учиться в таком темпе, в каком вам удобно. Мы представляем, сколько нужно времени на прохождение курса, но если вам понадобилось больше или меньше, это ваше дело, как вам удобно. Доступ к обучающим материалам представляется надолго. На год вы можете в любой момент вернуться к любому уроку, к любому практическому заданию и пересмотреть его, освежить. Это бывает полезно. Мы знаем это по опыту наших очных курсов. У нас бывало, что через годы люди приходят к нам опять на базовый курс и открывают нечто новое в тех базовых понятиях, которые они формально вроде как уже изучили. Потому что соционика очень емкий предмет. Можно возвращаться несколько раз к одним и тем же понятиям и смотреть с разных позиций, со стороны своего опыта уже.
осмысление вот этих сценических понятий, оно идет со временем, опять же, с практическим их применением, и человек уже по-другому относится к тем самым словам, которые он вроде когда-то слышал и думал, что он их понял, а тут он открывает новый смысл в них. Вот. А доступ к базе знаний, к вот этим тестам, описаниям, полезным ссылкам, вот этим всем материалам, он открывается любому студенту навсегда. То есть вы в любой момент можете вернуться, посмотреть, почитать, какие-то выводы для себя сделать. Второй вариант мы предлагаем для тех, кто любит, чтобы его сопровождали. Это вариант для студентов, для которых необходимо личное общение с преподавателем. И мы интернет-курс добавляем к нему, расширяем его вот такого рода, как у нас сегодня, вебинарами, на которых мы можем обсудить какие-то частные вопросы. Причем вебинары могут быть, опять же, в любом формате, в скайпе, в зуме, в ватсапе, где вам удобно. Это такой способ поддержать непосредственное общение. И понятно, что каждый из нас начинает изучать соционику или проходить наши курсы, исходя из каких-то своих потребностей. И вот на этих консультациях, на этих обсуждениях можно уточнить именно те вопросы, которые для вас стали камнем преткновения или очень важны, или принципиальны. И третий вариант, тоже, в общем-то, понятный. Есть люди, которым хочется учиться по-своему, в таком темпе, в таком варианте. То есть они заказывают индивидуальное обучение. Да, когда они хотят иметь возможность задавать вопросы по ходу. Они не хотят их откладывать в долгий ящик до встречи по расписанию. Они хотят иметь возможность уклониться от заявленной на сегодня темы и обсудить какой-то смежный вопрос, но очень для них значимый. Те, кто у нас учился, знают, что мы легко отклоняемся от темы, и вообще наши курсы, они всегда направлены на ту аудиторию, которая нас слушает. Но за программой мы следим. Поэтому вот в индивидуальном обучении мы, с одной стороны, предлагаем студенту максимальную свободу в этом вот пространстве, в том, что и как он будет изучать, а за собой оставляем вот этот контроль над тем, чтобы он таки получил все, что необходимо по этой программе. Поэтому в каком бы варианте он ни учился, основную программу он получит всегда.